Продолжаем нашу работу. Сегодня мы поговорим об управлении видами и шаблонах, о двух вещах. Мы о них только сегодня поговорим, а дальше это будет само собой подразумеваться. Управление видом — это что есть? Это то, что можно управлять, например, размером объекта, который у нас есть на чертеже. Допустим, у меня есть линия, и я хотел бы приблизить ее ближе, удалить ее дальше. И это можно сделать с помощью зум-колесика и приблизить туда, сюда, дальше или ближе. Если мы отведем курсор влево, то видите, при увеличении линия сдвигается вправо. Если вправо, то влево, ну и соответственно вверх и вниз. Кроме того, если есть желание, можно вызвать здесь команду, написать zoom, и появится дополнительная команда, вот это приближение, удаление, которую можно ввести на командной строке. Собственно, по zoom это все. Теперь следующее. Мы можем, если включим вкладочку вид, создать конфигурацию видового экрана из нескольких рабочих окон. Что это значит? Давайте посмотрим. Конфигурация рабочего экрана. Я выберу 3 видовых экрана, слева основной, не перекрывающихся. И смотрите, что произошло. У меня появилось здесь 3 чертежа сразу. Здесь чертеж 1, он подсвечен синеньким, он является активным, и 2 чертежа неактивным. Если я щелкаю здесь на втором, то наоборот, становится он активный, остальные неактивные, и соответственно третий. Что это за чертежи и что нам дают? Каждый чертеж, вот если я по нему так щелкну близко к левому верхнему углу, здесь у него вверху написано, во-первых, 2D каркас, то есть это стиль, в котором мы работаем, визуальный стиль для 2D чертежей. И вот здесь написано сверху, это тоже вид сверху, поскольку это у нас план. А вот тут сверху я выберу здесь и поставлю, например, изометрия. Поставил. И видите, здесь у меня строится все в изометрии. Выберу этот, и здесь не сверху, а поставлю здесь управление видами, например, слева. Вот так. И чертить мы можем на любом из чертежей. Допустим, смотрите, на этом чертеже я вот здесь начерчу окружность. Что происходит на других чертежах? Вот здесь я приближаю, удаляю, здесь ничего не происходит. Теперь сделаем активным изометрию. Видите, в изометрии вот этот объект, что я изобразил, он отображается в виде овала. Здесь стоит в соответствии с направлением оси. Вот у нас значок, да, система координат показывает, как ось X направлена. Вот так. И смотрите, это очень удобно строить, например, так, чертеж в изометрии. Вот здесь у нас есть такая кнопочка, называется изометрическое проектирование. Ее можно включить, тогда на основном листе вот эти оси будут располагаться так. Но это мы чертим сразу в изометрии. И далеко не всегда это удобно делать. А мне кажется, что проще, что, например, сделать, вот здесь его чертить объект так, как обычно, а здесь он сам автоматически построится в изометрии. Это очень удобно. Дальше, смотрите здесь, на виде слева. На виде слева что мы будем видеть? Мы будем видеть вот этот плоский наш круг, он будет в виде прямой выглядеть. Для 2D чертежей, это, наверное, не актуально. Но если бы мы строили здесь сейчас 3D модель, то это было бы очень хорошо. Вид сверху, здесь поставили бы вид, там, допустим, слева, вид справа, или разрез сделали, и одновременно 3 вида бы сразу встроились. То, что нам удобно, сделали здесь, или здесь, или здесь. И получился бы чертеж.
Так вот, конфигурацию такую экранов это удобно создавать, когда мы работаем с 3D объектами. Да, это очень удобно для этой цели. И второй вариант, когда это крайне необходимо, когда мы строим в изометрии. Да, это тоже удобно, мы сразу получаем готовый объект. Ну а если мы просто строим чертеж, то это, наверное, смысла не имеет использовать. Вернемся к конфигурации один видовой экран. Вернулись. И вот что мы здесь теперь имеем. У нас один видовой экран. Дальше. Теперь давайте зададимся таким вопросом, как мы для того, чтобы чертить, вот здесь мы делаем какие-то определенные настройки. Ну, во-первых, что мы делаем? Создаем слои, да, какие-то. Можем создать слои, которые будут иметь там разную толщину. Например, создали слой 1, у него будет по умолчанию там толщина, там какая-то определенная, там цвет и прочее. Слой. Раз. Потом мы создаем еще что? Стиль текста. Создаем стиль размеров. И каждый раз, начиная новый чертеж, вот, например, у меня новый чертеж. И вот посмотрите, здесь ничего нету, стиль 1, да, стиль вот он один, аннотативный, ISO 25, и все. А меня он не устраивает. Текст то же самое. Шрифт здесь стандарт и аннотативный. Все, больше ничего нет. Создать это несложно, и мы будем с вами, когда будем говорить об аннотациях и прочем, мы будем это все создавать. Но это, наверное, хорошо, чтобы все сохранялось, да, сохранялось. И поэтому для этой цели предусмотрено такое понятие, как, например, шаблон. Как его создать и что это такое? Шаблон — это файл, уже созданный, с определенными настройками размеров текстов, или может быть с какими-то другими данными, там какие-то могут быть таблицы. Может быть это, например, формат А3 с рамкой выполненный и заполненный надписью. Его один раз в своей жизни сделали, потом сохранили как шаблон. И вот у вас шаблон получился формата А3, и на нем уже есть надпись, и она заполнена под вас. Да? Очень удобно. Потом, когда вы новый чертеж открываете, то мы можем его открыть как шаблон, по шаблону. А вот то, что мы настроили вот сейчас, мы можем сохранить как. И посмотрите, как чертеж, а можем как шаблон чертежа. У чертежа формат DVG, а у шаблона DVT. Можем вообще-то еще сохранить как файл стандартов чертежей, по которым будет проверяться соответствие чертежей стандартам. Ну, мы пока создадим шаблон чертежа. Нажимаю. И вот смотрите, он хочет мне сохраниться в папочку template, которая в самой программе находится, где есть уже определенные разного рода шаблоны, уже есть по умолчанию в программе. Но, к сожалению, они по своей структуре, все эти шаблоны не соответствуют нашим стандартам. Поэтому желательно это сохранять свое. Значит, мы назовем его так. Шаблон учебный. Сохранить. Ну, можно добавить описание, если необходимо. А описание, кстати, нужно. В чем тут смысл описания? Написать, что это рамка формата А3, шрифт, там, ГОСТ такой-то, размеры машиностроительные или размеры строительные, да, для того, чтобы потом мы понимали, что там в этом шаблоне. Ну а теперь давайте создадим чертеж. И
создадим чертеж на основании шаблона. На основании шаблона. Вот. Открывается та папочка. И ищем шаблон учебный. Окей. И мы в том шаблоне ничего не настраивали, но мы, помните, настраивали слой, создавали. Ну-ка давайте посмотрим. Вот он, слой 1 есть, да? Как был настроен, так он и есть. Ну, теперь же разумно было бы сделать что? И аннотации, и тексты, и рамочку саму сделать, и она бы сохранилась. Вот так получилось. Готовая упрощенная работа. Упрощенная работа. Советую этим шаблоном такие создавать с настройками и активно ими пользоваться. Ну а на сегодня у нас будет все.